Всем привет, меня зовут Мария Мироневич, и вы на канале Как похудеть. Сегодня я с вами поделюсь сразу 3 рецептами, и все 3 рецепта будут из куриной грудки. Казалось бы, для всех людей, которые ведут здоровый образ жизни, снижают свой вес, это то, что мы едим постоянно. Но сегодня я поделюсь особенно вкусными и, конечно же, простыми рецептами. Будем готовить и в сковороде, и в духовке. Начинаем готовить нашу курочку. Для первого рецепта нам понадобится 500 граммов куриного филе. У меня, естественно, филе грудки. И я буду делать, по сути, рубленый фарш. То есть я мелко-мелко нарезаю все 500 граммов куриной грудки. Курочку я измельчила. По вкусу солю. Добавляю смесь перцев. На 500 грамм фарша необходимо 1 куриное яйцо. Добавляю, ну и, конечно же, все перемешиваю. 1 маленькую луковичку мелко-мелко нарезаю. Добавляем луковицу. Еще я добавляю 2 столовые ложки овсяной муки. Вы можете добавить цельнозерновую муку, обычную белую, либо манку семолину из твердых сортов. В общем, что у вас в хозяйстве есть, то вы и используете. Теперь наша задача просто хорошенечко все смешать. Форму для выпекания я хорошенечко с помощью кисточки смазываю растительным маслом. У меня формочка сегодня стеклянная, вы можете использовать любую форму, либо противень, который есть у вас дома. Ну и следующим этапом, влажными руками, я их предварительно смочила холодной водой, начинаем формовать наши мясные шарики, тефтельки, в общем, как угодно можно их назвать. Хорошенечко их отбиваем для того, чтобы они держали форму, и отправляем их в нашу форму для запекания. Итак, начало положено, сейчас я налеплю все тефтельки. Из такого количества ингредиентов у меня получилось 9 симпатичных тефтелек. Отправляем их в духовку, заранее разогретую до 180 градусов, на 15 минут, а в это время приготовим для них вкусный соус. На мелкой терке натираю 150 граммов твердого сыра. У меня сыр Эдам. К натертому сыру я добавляю 5 зубчиков чеснока. Вы, конечно же, добавляете по вкусу, либо можете совсем отказаться от чеснока. По вкусу солю наш будущий соус. Много соли не добавляю, потому что сыр сам по себе соленый. И немножечко перчу. И добавляю 200 мл молока. Вы можете использовать сливки. Я использую молоко 3% жирности. Ну и, конечно, все перемешиваем для того, чтобы соль, перец и чеснок перемешались. 15 минут прошло. Вот так аппетитно выглядят наши тефтельки. Теперь самое время добавить соус. Щедро выкладываем сыр на каждую тефтельку. Пахнет уже просто умопомрачительно. Отправляем в духовку еще на 15 минут, и наш ужин готов. Вот они, наши румяные тефтели. Я их достала уже из духовки. Они даже еще немного шкварчат. Для того, чтобы они подрумянились, за 2 минуты до окончания времени я включила конвекцию. И вот такие румяные они у меня получились. Отправляем наши тефтельки на тарелку. Они получаются с замечательной сырной шапочкой. И еще у нас есть замечательная подливка. Такие тефтели получаются нежнейшими, поэтому мы обойдемся с вами даже без ножа. Вот такие они вкусные, красивые, нежные. Обязательно приготовьте, если не готовили такие тефтельки раньше. Ну и, конечно, буду ждать ваши отзывы. И еще у меня есть ответ на вопрос, что же приготовить на гарнир. Совсем недавно мы снимали замечательное видео, в котором представили 3 простых, вкусных и, кстати, полезных варианта гарнира. Вот здесь по ссылочке вы сможете посмотреть это видео и найти тот вариант, который понравится больше всего вам. А мы сейчас будем готовить второй ужин из курочки. Нам понадобится опять полкило куриной грудки, но нарезать я ее буду вот такими средними кусочками, мелко не нужно. Теперь все очень быстро. Добавляю 2 столовые ложки соевого соуса, получается вот так сочно. И следом прямо к мясу отправляю овощи. Это замороженные брокколи, кукуруза, горошек и цветная капуста. Вы можете взять любые овощи, которые есть у вас. У меня вот такие сегодня оказались. Овощей у меня ровно полкило. И теперь все хорошенечко перемешиваем для того, чтобы и мясо, и овощи впитали наш соевый соус. Теперь я хорошенько перчу овощи и курицу. И еще добавляю немного паприки. Кстати, у меня копченая паприка кончилась, в ближайших магазинах нет. Буду искать. Все, теперь перемешиваю. Как вы видите, соли я не добавляю, потому что лично, для меня, для нашей семьи, соли, которая в своем соусе, хватает. Вы можете по вкусу досолить. Рукав я отрезала под размер своего противня. И теперь с помощью ложки отправляю туда наши овощи и мясо.
Вот так уже все выглядит. Сейчас я со всех сторон завязала наш рукав. Вооружаюсь зубочисткой и протыкаю в нескольких местах для того, чтобы рукав не разорвало во время приготовления в духовке. Я делаю 4 прокола. Теперь все хорошенечко разравниваю. Кстати, овощей, если больше, это будет только лучше. Теперь отправляем нашу курочку с овощами в духовку, разогретую до 180 градусов на полчаса. Через полчаса нас ждет вкусный и полезный ужин. Давайте скорее доставать ужин из рукава. Я с помощью перчаток его держу, потому что рукав очень горячий. Разрезаем всегда аккуратно, для того, чтобы не обжечься паром. Вот такая получилась красота. Сейчас все это отправим на тарелочку. Такой ужин с яркими овощами в большом количестве добавит нам настроение холодными зимними деньками. Ну и, конечно, даст нам витамины и клетчатку, так необходимую нам для здоровья. По такому рецепту получается изумительно нежный, вкусный, ну и, конечно, сочный. Вы видите, она легко разламывается с помощью вилки и остается вот такой нежной и упругой. Перед тем, как готовить третий вариант ужина с курочкой, напоминаю, что обязательно в моем меню на ужин присутствует овощной салат. И совсем недавно мы снимали классные, простые, ну и, конечно, полезные рецепты салатов из морковки. Ссылка для вас появится вот здесь. Обязательно приготовьте себе какой-нибудь салат с морковкой. Я уже включила медленный самый огонь. Наливаю столовую ложку растительного масла. Морковку нарезаю тонкими пластинами. И теперь нарезаем морковку брусочками. Отправляем морковку на сковородку. Масло уже разогрелось. Хорошенечко ее распределяем. Еще у меня есть 200 грамм замороженной тыковки. Я ее предварительно разморозила. Нарезаю тыкву кубиком размером около 1 сантиметра. Крупно не нужно. Морковка у меня позолотилась пару минут. И самое время отправить к ней тыкву. И еще, конечно же, поперчу для того, чтобы наши овощи были ароматными. И хорошенечко перемешаю. 300 грамм куриного филе нарезаю не крупными ломтиками. Добавляю 4 зубчика чеснока. Вы, конечно же, чеснок добавляете по вкусу. Следом добавляю куриное филе. Все хорошенечко перемешиваю. И сейчас пару-тройку минут мы будем обжаривать курицу вместе с овощами. Теперь я щедро посыпаю кунжутом. Добавляю паприку. Паприка, напомню, у меня обычная, не копченая осталась. И добавляю 2 столовые ложки соевого соуса. Сейчас, конечно же, все хорошенечко перемешаю. Курочка с овощами у нас будет с эдаким восточным акцентом. Обожаю сочетание сладкой морковки и тыквы, и пряного соевого соуса и чеснока. Теперь накрываю крышкой и оставляю на самом медленном огне на 5 минут до готовности. Наш третий ужин готов. Давайте скорее отправим его на тарелочку. Вот она, нежная морковка-тыковка. Курица тоже получается нежной, ароматной. Эти запахи чеснока, соевого соуса, тыквы. Это просто то, что нужно. Опять-таки, просто для того, чтобы зарядиться энергией. Ну и согласитесь, это просто красиво выглядит. Так что зарядимся не только энергией, а еще и позитивом. Продукты самые простые, а результат очень красивый, ароматный и вкусный. Я очень рада, что теперь в вашей копилочке есть еще 3 простых и очень вкусных рецепта из курицы. Обязательно пишите, какой рецепт вам понравился больше всего, и делитесь обязательно вашими любимыми рецептами на скорую руку, потому что это помогает очень многим, в том числе и мне. А вот здесь появятся еще наши новые, полезные, интересные и очень-очень вкусные видео. С вами была Мария Мироневич. Я желаю всем любви, добра, ну и, конечно, вкусных ужинов с курочкой. Любите смешные моменты со съемок, завязки для рукава выглядит сейчас вот так, потому что Сергей их смял и чуть-чуть не выкинул. Я их отбила, поэтому мы продолжаем готовить, ну, как вы поняли, в рукаве для запекания.